Сегодня предлагаю поговорить о нынче модных словах «гостинг» и «газлайтинг». Так как знаю, что многие психологи любят называть грани одной и той же шизы разными диагнозами и красивыми словами, будто от этого психологическое насилие станет не таким пугающим. Я же считаю, что если бы мы не искали красивых слов, прикрывающих проблему, а называли вещи своими именами, то жертв было бы меньше. Если бы манипулятор знал, что на самом деле он психопат, а психологическое подавление – это насилие, то, возможно, многие отказались бы от такого вида взаимодействия. Ну что же, давайте разбираться о своих же выводах в конце этого видео. Гостинг – это внезапное исчезновение, игнорирование звонков и сообщений партнера от английского слова «ghost» – привидение. Блокировка абонента в телефоне или в социальных сетях, без объяснений или просто без ответа. В реальной жизни это выглядит так. Вы пошли с человеком на свидание, он сказал, что все было отлично, и после этого игнорирует ваше сообщение или вовсе блокирует на всех ресурсах без объяснений. То есть, если вы перестали отвечать человеку без пояснения причин или заблокировали его, не объяснив почему, вы применяете гостинг. Насколько распространен гостинг и как часто общество прибегает к такому способу расставания, исследование Гилли Фридман и ее коллег, опубликованное в журнале «Социальные и личные отношения», отвечает на эти вопросы. Исследовательская группа провела 2 крупномасштабных онлайн-опроса. Первый включил 554 участника, а второй – 747. В обоих исследованиях около 25% участников заявили, что они были жертвами гостинга от партнера, и около 20% указали, что они игнорировали другого. Второе исследование изучало гостинг в дружеских отношениях. Выяснилось, что в дружбе он распространен шире. 31,7% были инициаторами такого разрыва, а 39% пострадали от внезапного исчезновения друга. Решила поумничать и попугать вас еще толпой разных новых слов, потому что гостинг также делят на разные виды. Мостинг – разновидность гостинга, только более жестокая. В данном случае его жертвами становятся чаще всего представительницы прекрасного пола, поскольку именно они, как гласит народная мудрость, любят ушами. Субъект не просто внезапно исчезает, а перед этим убеждает девушку, что именно она-то единственная и самая замечательная. Часть мужчин практикует мостинг, оправдываясь тем, что, используя убеждение женщины в ее неповторимости, что она не так чувствует себя использованной. На мой же взгляд, такое поведение, наоборот, вгоняет жертву еще в более жесткое стрессовое состояние. И идея «я не хотела ее обижать» – явная ложь и скорее удобна исключительно манипулятору или нарциссу, помогающей ему избежать эмоционального стресса от расставания. Иногда гостеры и мостеры возвращаются. Они могут ставить лайки под фотографиями человека, из чьей жизни буквально недавно исчезли без объяснений, изучать посты и даже оставлять комментарии, но при этом по-прежнему продолжают игнорировать личное сообщение. Такое поведение получило название орбитинг. Человека держат на таком расстоянии, чтобы он был в поле зрения, но при этом не вступает с ним в контакт, чем еще больше вводят его неизвестность и нелогичность. Я такое поведение воспринимаю как запасной вариант и бросание крошек жертве, чтобы ей было за что зацепиться и продлить свое ожидание. Что происходит с жертвами гостинга и мостинга? Конечно же, активация комплекса неполноценности и поиск оправдания обидчика. Что я сделала не так? Или он, видимо, занят? Психика цепляется за слова «ты самая лучшая» и редко поставленные лайки, и при этом комплекс заставляют ждать, так как для психики отношения или ситуация не завершены. В таких случаях я рекомендую завершить самостоятельно, взять лист и ручку и написать обидчику письмо, которое начинается со слов «я завершаю наши отношения, потому что…» и дальше перечень того, что он сделал или сделала, и все, что вы об этом думаете, не подбирая слов. Перейдем к газлайтингу. Свое название «газлайтинг» получил благодаря пьесе «Газовый свет», по которой в 1944 году был снят одноименный фильм с Ингрид Бергман в главной роли. Цель газлайтинга – изменить представление человека о реальности, заставить его сомневаться в собственной версии происходящего и своих воспоминаниях, и в реальности событий. Любая форма игнорирования потребностей партнера в виде обесценивания, исчезновения, переноса ответственности так или иначе – это газлайтинг или самогазлайтинг. Внимание! Между игнорированием с обязательным обесцениванием
и аргументированным несогласием есть разница. Также есть разница и между единоразовым игнорированием и систематическим. В отношениях с психологическим насильником, когда к вам применяются приемы газлайтинга, вы бесконечно чувствуете себя ущербной и ненормальной. Это состояние становится для жертвы нормой. Способы газлайтинга разные. Например, абьюзер может отрицать факты. «Я не мог такого сказать, ты придумываешь». «Такого вообще не было, я этого не помню, тебе показалось». Обесценивать эмоции другого. «Пожалуйста, будь поспокойнее. Твои чувства какие-то странные, ты вечно реагируешь неправильно». Убеждать, что партнер неадекватно воспринимает происходящее. «У тебя нездоровые реакции. Разве нормально так рыдать в такой простой ситуации? Ты сумасшедшая, неадекватная, тебе нужен психотерапевт». Смысл в том, что в отношениях один нормальный, а второй нет. Один адекватный, а второй отнюдь. Наиболее часто газлайтер использует следующие фразы. «Ты все это себе придумала. У меня нет такой проблемы. Если ты это видишь во мне, значит, это есть в тебе». Да-да, психопаты часто перекручивают известные опусы психологов на свой манер. «Если у тебя претензии, значит, проблемы в тебе». И другие высказывания, смысл которых в том, что проблема у того, кто начал разговор. Хорошо. В ответ на длинное эмоциональное послание обращение жертвы краткое «ок». Иногда я подумаю или «хорошо». И все. После этого никаких действий или обсуждений. То есть насильник умышленно игнорирует эмоциональное состояние жертвы. Следующая форма. Вечно ты все портишь. Когда бы вы ни начинали разговор, он вечно не вовремя. Нормальная женщина, нормальный мужчина себя так не ведет. То есть была бы ты получше, нормальной, проблем бы вообще не возникло. То есть во всем виноваты вы, поэтому работайте над собой, развивайтесь. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Или ты видишь в других то, что есть в тебе. Еще одна известная фраза психологов, часто используемая насильниками с целью манипуляции. На самом же деле это перевод разговора с предмета на личностные недостатки инициатора разговора. Есть смягченный вариант газлайтинга, встречающийся даже чаще. Что-то есть, однако ты все явно преувеличиваешь. Из-за того, что тебе нужен врач. Или я понимаю, как тебе плохо. Абьюзеры любят все недовольства женщин сваливать на ПМС. Или на то, что в нее вселился бес. Никакого обсуждения конкретных вопросов за этим не последует. Список можно продолжать бесконечно. Но смысл в том, что во всем виноваты вы. У вас проблемы, вам нужна психологическая помощь. Вы все себе придумали, вам все это кажется. Есть еще более интересные финты. Приведу пример из жизни моей читательницы. Однажды она возвращается домой днем и застает в постели с любовницей своего благоверного. Он жил на ее территории и годами находился в разработке идеи своего стартапа, то есть по факту на ее содержании. Она говорит ему: «Я сейчас уезжаю, а когда вернусь, то чтобы твоих вещей и тебя в доме не было». По возвращению домой наблюдает следующее. Он, как ни в чем не бывало, моет посуду. На вопрос: «Почему ты еще здесь?» Получает ответ: «В смысле? У нас же все хорошо». «Как хорошо? Я тебя с любовницей застала». «С какой любовницы? Твоя ревность доведет тебя до психушки. Ты все это себе придумала». И даже на демонстрацию видео с камер наблюдения в подъезде он ответил: «Подружка чаю заезжала попить». Когда здоровая психика сталкивается с таким видом манипуляции, ты впадаешь в некое состояние сомнения, так как судишь по себе и не можешь поверить, что человек способен на такую наглость. Как вам такой вариант? Есть еще примеры. Жертва открывает мобильный своего мучителя и находит его переписку с любовницей, из которой явно понятно, что он ею пользуется, а с любовницей у него как раз любовь. Он застает ее за чтением, спокойно подходит, забирает телефон, удаляет при ней сообщение, обнимает и говорит так нежно: «Почему ты плачешь, дорогая? Что случилось? Опять ПМС?» Она отвечает: «Я прочла твою переписку». «Какую переписку?» «Нет никакой переписки. Твоя ревность сводит тебя с ума. Вот мой телефон, посмотри». Или еще один интересный пример. Когда жертва словила своего содержанца на воровстве. Он, ничего не объясняя, исчезает, спрятавшись в своей берлоге, и через неделю звонит, как ни в чем не бывало. Сообщает, что вернулся из командировки и очень соскучился. Она его спрашивает: «Ты что, уже вообще?» Ответ: «В смысле? Не было ничего такого. Тебе это все приснилось». Как быть в таких ситуациях, если вас явно записывают ненормальное?
Для начала, если вы в постоянных отношениях с кем-то начинаете чувствовать себя неправильными, вечно что-то неправильно понимающими, истеричными, нервными, вы жертва газлайтинга. И сомнения в себе – явный сигнал, что ваши личностные границы уже проломаны. Итак, подведем итоги. Гостинг, мостинг, орбитинг, газлайтинг – на самом деле лишь грани отмены холодного душа или иглы, о которых я говорила многократно. Самый страшный вид психологического насилия, так как состояние нелогичности, неизвестности и неопределенности погружает личность в крайне стрессовое состояние, пробуждающее страхи, сомнения и чувство вины. Напомню, что самый действенный способ защитить себя от манипуляций – это знание. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте нравится. Ваши рекомендации спасают тысячи. Благодарю вас за вас. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании к этому видео.